Всем привет! Сегодня мы решили снять еще одно видео. Как мы видим, у нашего канала появляются немножечко подписчики. Это значит, что кому-то мы интересны, и мы продолжаем снимать. Частые вопросы у наших покупателей бывают. Как наносится лак кракелюрный, то есть как работать с кракелюрным лаком, как достичь эффекта трещин. Смотрим. Значит, это у нас предположительно стена. Мы ее выкрасили в цвет, которым вы хотите видеть сами трещины. То есть они могут быть любого цвета, там желтого, золотистого, серебристого, черного и так далее, любого. Мы выкрасили стену. Это может быть краска водоэмульсионная, моющая, хорошая краска. Либо это могут быть лазури какие-то. То есть это должен быть влагостойкий материал, на который мы в последующем нанесем, например, венецианскую штукатурку. Наши трещины будут цвета вот такого вот коричневого цвета. Есть такой нюанс у лака кракелюрного. Трещины пойдут так, как вы будете кистью работать. То есть, если мы наносим его вот в таком положении, то и трещины пойдут в таком же положении, то есть по диагонали. Мы на этом образце сделаем два варианта. И сегодня же вы уже увидите результат, то есть как трещит лак кракелюрный. По краске, по высохшей, мы наносим лак кракелюрный. Еще один момент. Чем гуще лак нанесен, тем шире трещина. Половину образца мы сделаем по диагонали, вторую половину в хаотичном порядке. То есть смысл работы. Стена подготовленная, мы ее загрунтовали, покрасили в цвет, которым мы хотим видеть трещины. Краска высохла, сохнет краска, как мы уже раньше говорили, в зависимости от влаги в квартире. То есть высохнуть она может как через 2 часа, так и через сутки. Если очень влажно, на улице дожди, то краска будет сохнуть долго. Если сухо, тепло, батареи греют, значит она быстро высохнет. Покрасили стены, сходили пообедали, через пару часов вернулись, наносим лак кракелюрный. Это один из самых легких способов. Он не является дешевым, но он один из самых легких. Так, половину мы нанесли по диагонали, вторую половину будем наносить вот в таком вот порядке. Все, мы нанесли лак. Теперь мы ждем 3-4 часа. С вами мы встретимся через 3-4 часа и посмотрим, что мы будем делать дальше. Продолжаем. Значит, у нас был первый слой краска, второй слой мы наносили лак кракелюрный. Сейчас он у нас подсох. Мы наносим венецианскую штукатурку. Наносим ее не тонким, не толстым слоем. То есть не как классическую венецианку, прямо вот на сдир, а чуть-чуть поплотнее. И мы не стараемся вывести какой-то рисунок, просто хаотичными мазками мы ее наносим вот таким образом. Стараемся уделить внимание углам сразу. То есть мы делаем вот таким образом. Особо царапин и так далее не оставляем, но и рисунок как таковой тоже не стараемся выводить. То есть все это все равно треснет в итоге.
Так, вот так выглядит венецианка. Мы ее наносим. Такой не тонкий, не толстый слой, но очень красиво в итоге получается. То есть вот это, по сути, сможет сделать каждый человек. Что мы сделали? Покрасили, нанесли кистью кракелюрный лак и наносим вот такую вот мазню. Вот. То есть оставляя небольшие переходы. Ну и все, по сути. Мы вот это оставим и подойдем сюда, когда она начнет растрескиваться, и покажем вблизи, как это все выглядит. Прошел час. Смотрите, у нас начинает трещать. Там, где мы делали полосы диагональные, у нас трещит по диагонали. Вот она видна хорошо. А там, где мы делали хаотичные мазки, у нас хаотичное растрескивание. Через час уже появляются вот такие трещины. Через 2-3 часа они будут расширяться и такие будут крупненькие. То есть это очень красивый эффект, он очень легкий. Его можно сделать самостоятельно. Я не могу сказать, что он дешевый, но он очень легкий. Еще через часик снимем, покажу финишный результат и покроем его, допустим, лазурью какой-то. Смотрите, что у нас получилось. Прошло 2 часа. Конечно, мы можем еще ждать там часа 3-4, но сейчас уже прямо очень красиво. И я предлагаю покрыть ее лазурью белое золото. То есть у нас цвет останется белым, но он слегка такой золотистый оттенок по верхушкам возьмет, а внутри коричневыми также и останутся трещины. Потом мы вам вблизи его покажем. Покрываем губочкой. Лазурь белое золото немножко перемешано с воском. Ну, воск он придает защиту дополнительную и является, ну, в том числе разбавителем для лазури, потому что лазурь это очень концентрированный материал. Покрываем губочкой по верхушечкам. Ну, в принципе, все. Так, смотрим вот таким образом. Вот видите как? Сейчас она еще сыровата, но она очень красивая и очень круто и легко. Ну, рублей 400 за квадрат вам обойдется материалы вот эти. Ну, мне кажется, это того стоит. Видео в основном для тех, кто покупает у нас материал и спрашивает, а как это нанести? Вот так. До свидания, всем спасибо.